Ну, у них был плохой спринг-сплит прошлый сезон. Они выиграли всего 2 игры из 28. Из них всего одну такую солидную, можно сказать, против Люминосити и одну против слабых Энви. Того состава еще, которые все мы вся проигрывали также. Но, несмотря на это, они не хотят быть похожи на команду с статистикой 2.26. У них даже такой мемчик есть. Они сделали футболки. Сзади написано Randozos 2.26. Серьезно? Да. И Валрус с Вабном должны показать нам сегодня, что они могут лучше быть с их новой командой, с их новым поливанием. Randozos взяли себе Миража и Госткрипера из Венихат Juniors, которые окончили Challenger Cup на 4-м месте. И Мосвелла. Мосвелл такой ноунейм, он грандмастер в ранкеде. У него нет за плечами никакого соревновательного опыта в смайте. Вот. И именно таким составом они, наверное, сделают сегодня камбэк. Кстати, в чатике, если кто смотрел Спанч Боба, я просто не из таких людей, и знает, как переводится в русской версии Спанч Боба ресторан Венихат Juniors, скажите, пожалуйста. Ставки я, кстати, сейчас делаю. Повысим 20%. Время ставки давайте 5 минут. Все сделала. 2-1, 1-1, 0-2. Все, ставить можете, пожалуйста. 5 минут у вас на ставке. Как ставить, я думаю, уже многие знают. Если будут вопросы, спрашивайте в чатике. Чатик вам подскажет. Кстати говоря, Вабн какое-то время выступал саппортом в команде Most Wanted eSports в Xbox версии. То есть с Xbox перешел на PC. Ну, если успешно выступал там. Нет, там, конечно, немножечко по-разному все. И ребята, вот у меня знакомые есть, которые и там играл. Говорит, почему-то на консоли играть легче, на джойстик. Он даже хотел джойстик к компу подключить, потому что на джойстике играть намного легче. Но все-таки на клавиатуре с мышкой, мне кажется, почетче будут движения. Попадания. Да, конечно. Сравнивать PC и консоль-то. Ну, кому как удобно. Посмотрим, как он Я расскажу немного про команду Most Wanted eSports. Они ранее были известны под тегом Sanguine eSports до недавнего времени. Most Wanted является командой, которая продемонстрировала свою отвагу в Challenger Cup. Они окончили групповую стадию его со счетом 5-1, проиграв только предыдущему ростеру Most Wanted одну игру. Вот. В плей-оффе они без труда справились с Venihat Juniors 2-0 и в финале обыграли Risky Behavior, тем самым заняв первое место в североамериканском Challenger Cup. Совсем недавно к ним присоединился Fine OK, прихватив с собой, как мы уже сказали до этого, нового спонсора Most Wanted, а Medieval переместился с соло-линии в Jungle. Этот состав состоит из игроков, которые пока еще не видели профессиональную сцену. Единственный игрок, который более-менее был на профессиональной лиге, его кикнули. Вот. И они теперь хотят нам доказать, что им можно по плечу сражаться с большими мальчиками. Докажет или нет, непонятно. Но раз уж ты начал говорить про Most Wanted, может быть, их представишь? Да, давай. Так, Most Wanted. Fine OK у нас будет играть на соло-линии, на Раване. Medieval — это Jungle, Аматерасу, интересно очень. Кови. Молодое вливание Смайта, 15-летний подросток, на соль будет на мидлейне сражаться. И линия — это Афина Рама, Речетир и Famous Hate. Ну, а я представлю Рандозосов. Прям по-быстренькому. Валрус будет играть на соло, на Санвоконге. Миридж играет на Сусана, соответственно, Джангл. Мосвелл играет на миду за Райджина. Ну, все-таки определили все-таки правильнее Райджин. Уабан будет играть на суппорте. Кстати, очень интересный суппорт Гуанью. Не часто мы его видим в качестве суппорта. И, соответственно, Гост Крипер
будет играть у нас на Хоуи. Сразу прям хочу оговориться, пока ты рассказывал про команды, англоязычные комментаторы отметили интересный момент. Джангл Аматерасу первым скиллом прокачала себе единицу, то есть ее ауру. И за счет этого увеличила дэмэдж, сразу переключилась, впитала дамаг, увеличила дэмэдж и себе, и своему тиммейту, и забрали очень быстро бафы. Быстро не справились, неожиданно. Да, джангл Аматераса они так и качают сначала единичку. Дают и себе баф, и соулайнеру. Я почему-то просто думала, что зеркало, но нет. Единичка действительно дает не только себе, и очень удобно. Early goal furies coming out of Most Wanted. And the lane opponent Woman now on the Guan Yu has taken meditate, so double sustain coming at him with the conviction. Что, у нас пока особо ничего не происходит. 2 минуты с половиной прошло. Вот какая-то агрессия на дуалинии. Ничего такого особенного. Guan Yu усиливает. Сустейна достаточно много. Джангл, дабл мид и вместе с джангл, там 2 на 2 стоят. Соло-линия пошла почему-то забирать гарпи. Кстати, Синвуконг пошел за гарпиями своими. Не оставил их миду. Мне кажется, что не будет ферстблада на дуалине. Вот сейчас, возможно, на мидлейне нет. Не будет точно мидлейне ферстблада мы не увидим. Дуо будет вполне спокойное, мне кажется. Пока туда не придет джангл какой-нибудь. А вот мы видим первую ульту от Guan Yu, ульта от Хуи идет туда. Продолжение. Рамон взлетает в воздух, обстреливает. Так, хороший очень таунт. И за Афиной. За Афиной. Нужно, чтобы она зарядила даш и застанет, не попадает. Не попадает. Очень жалко, на самом деле, все правильно делал Хуи. Ждал, пока Афина зарядит даш, и нужно было сразу станить, чтобы у нее еще было время зарядить даш. Но, по-моему, не попал станом. Потому что Афина спокойно дашнулась. Мне кажется, ферстблад будет на миду, там, когда 3 на 3 начнется, когда придет саппорт, когда уже кого-то ганганут. Потому что так смотришь, достаточно либо с большим количеством сустейна линии, либо с дашами, блинками и всем, все, что тут возможно. Даш, блинк, прыжок, шарик. Вообще иммунка. Перепушили мид немножечко. Ну, тут либо Рандозос поздно пришли, упустил. Как-то подвышка забирать крипов, это не очень. Все прекрасно знают. И перемещается мид, но это на гарпи пока просто чекнули. Гарпи тоже нет. Вот, скорее всего, гарпи забрали левых Рандозосы, поэтому не смогли отпушить вовремя линию. Что на того или нет, непонятно. Самое интересное, коды давали на дримхаке, только это была единственная практика, по-моему, да? По-моему, никогда на турнирах не давали коды. Это была единственная практика на дримхаке, и теперь каждый турнир все приходят и спрашивают, дают ли коды. Да. Ребят, никогда на турнирах не давали коды. Это вот один раз был дримхак, и то, насколько я помню, это коды за донат на лечение, по-моему, да? Да. Это даже не коды за то, чтобы вы смотрели, это раздавали коды на лечение... Как его? Алет, да. Алет, игрок, у него рак обнаружили, и была трансляция фановая, где донаты мы собирали, и за каждую там то ли 1000, то ли 5000 долларов на трансляцию раздавали код. Ну, показывали код, который все могли ввести. Но у них что-то пошло не так во время той благотворительной трансляции, и не получилось ничего раздать. Коды не работали. Все это дело прикрыли и сказали, что в ближайшее время. А в ближайшее время настал дримхак. И поэтому эти коды были розданы на дримхаке. Они никак не относились к трансляции. Абсолютно. Да, все так. Агрессия. For the gank opportunity onto Moswell. Not going to find it, however, as there is a gank on the right hand side too. Looking for some pressure on Fine OK, but he is
Что, пока Ферстлада мы так и не увидели, уже 7-я минута идет на таймере. Что у нас по реликвиям? Есть Хок у Сусана. Хок также у Аматерасу. И Френзи у Афины, интересно. Более агрессивно, да? Получается. Хок Аматерасу, Хок Сусана. Вчера у нас брали Хоги только саппорты, насколько я помню. Я не помню, чтобы ассасины брали Вроде бы да. Да. Саппорты. А сегодня на американской лиге, американской части Ого, четверых! Ульта по четверым, боже, снова подкидывает постоянно в воздухе, минус соль, минус Аматерасу, и будет погоня, но тут уже вряд ли кого-то заберут, но боже мой, как это было все красиво сделано. Шикарный ульт от Сусана мы видели только что. И продолжение в качестве Рейджина. Смотрите, они пошли дальше. Спасибо. Ну нет, вы же не убьете, там же есть ульта. Нет, ульты нет. А ульты-то и нет. И минус Равана. Еще второй килл для Сан Вуконга. Забирают чужие бафы. И третий, в общем-то, для Рандозосов. Боже, как красиво сыграл Сусанов. Он подкинул четверых, заультил четверых, пробежал по четверым Сан Вуконг. То есть быком все опять в подкидке. Я вчера много говорила о том, что такое подкидка, что это за гадкий такой контроль. И за это время успели убить Соль, Соль даже в шарик не ушла, то есть вообще ничего не сделала. И потом добили Аматерасу и погнались до конца. Я, кстати, думала, что Равану не убьют, но как-то его дофоксили. Он остался баф забирать, и зря это сделал. Лишился и бафа, и жизни. Вот и килл, вот и ферстблад, кстати, и первый масс-замес. Очень большой масс-замес. А виноваты... Подождите, а виноват как раз Most Wanted. Они пошли на вражеские... Вчетвером. Они пошли... Жадность фраера разгубила. Да, четырех, я бы сказала, фраеров. Пошли вчетвером на вражеские бафы забирать и поплатились. Ну и пока у нас только на дуо-линии все спокойно. Пытались там уж тоже игроки сделать какие-то богоубийства, но безуспешно. That's right. They have to figure out a strategy where they're definitely not going to be grouped up yet again. Потихоньку игра развивается. Вот это был один момент, да, и все, пока таких моментов нет. Но вот эта трипла уже на мидлейне, агрессивно играют. Нет, не догонят. Да, возможно, они сейчас пойдут на Gold Fury, потому что есть Хок, надо его как-то реализовывать. Маленькая доминация, есть ульты, есть Хок. Тут уже четверо игроков. И есть уже отрепетированная комба. Уже, как говорится, комбо-вомба отрепетирована. Удачно. Начал стакать перчатку, Хоуи купил сапог на атак спид. Да, кстати, интересно посмотреть сборки. Кто-то вчера писал в чате, что ура, на хантеров абсолютно различные сборки. Действительно. Вот смотрите, включается Френзи, используется ульта Соль и под Хогом забирает просто мгновенно. Там да. Буквально 3 секунды и голда разлетается. На 10-й минуте. От голда остались только перышки. Ох, минус Аматераса, она уже заюзала ульту, почему-то никого не застанила. Я не понимаю, она, по-моему, убегала ультой, что? Немножко поплатились, но Gold Fury для команды это очень хорошо. Да, они немножко сравнивают преимущества, сравнивают нетворсы свои. Все равно из-за вот этих 4 убийств на 2000 Рандозос опережает своих оппонентов. 4 убийства, да, пока больше, чем одна голда. Ну плюс, там помимо 4 убийств, это же доминация на линии, они же все-таки забрали баф, они забрали вражеский баф после того, как трипл килл
там, трипл килл-то и сделали. И заминировали, обчистили джангл. Это все деньги, деньги, Да, и деньги. сейчас забирает еще тир-1 башню на соло-линии. Пока у Randozos все под контролем, все идет в порядке. Чётенько. По левелам, смотри, соло-линия с Анвуком как сильно опережает Равана на целых 3 уровня. На 3! 3 уровня, да. 2 убийства, килла, 2 2 ассиста. ассиста. Очень странно, если честно. Неужели там такая доминация? 3 уровня. Ну, обычно на такой минуте, опережение, на 2 максимум. А тут, 2,5 точно, там практически 3, потому что давно 15-й уже с Анвуком. Да, также мидлейн переигрывается на 2 уровня Рейджином. Чувствуется опыт, может быть? Возможно. Все может быть. Все может быть. А что на дуо у нас? 1-0 имеет Хоуи, а когда... Аматерасу, по-моему, он убил, да? Да. Да, Хоуи убил Аматерасу, опережает... Нет, не опережает ровненько, только единственное... Даже почему-то отстает по голде, как ни странно, имея 1 килл. Ну, видимо, Рама в это время фармил. Опять ульта от Санвуконга, второй раз его пытаются гангировать, второй раз он уходит на ульте и ничего не боится, никого не боится. А Аматерасу 11, на самом деле, на что они рассчитывают? Аматераса 11, Равана 11, у них нет бёрстового дэмэджа, через который можно моментально Санвуконга забрать. Мне кажется, стоит уже перемещаться ближе к миду, может быть, заходить со спины или как-то еще пытаться хоть кого-то найти более тонкого. Например, того же Сусана. Ну, он тоже палка о двух концах, он очень быстрый, он очень мобильный. Так, кстати, Хоуи сейчас будет пытаться убивать, нет, промахнулся. ЛХПшный Рама, я не видела почему. Видимо, до этого была какая-то мини-драка. Видимо, рикошет словил какой-то. Golden Crow, so it's very easy to just play passive against the Huyi. Wouldn't mind seeing Ghost Creeper there, maybe just throw the mark of the Crow and see if he rolls anyway, or just walk towards him and throw a few in-hands first, maybe bait the roll first of all, then look for the ricochet. Yeah, you just cut the distance by walking forward, and then you could dive bomb him on top of that, and then land your ricochet. Нравятся мне вот эти перекидки друг на друга. Так, Равана, у Равана есть ульта на этот раз. На этот раз не получится убить, но хотя бы прогонят. Да, прогоняет на базу, у Равана есть ТПшка, он вернется очень быстро. Чего страшного, а тут ганг на Хоуи через ульту, а Аматерасу сейчас должен застанить битсы. А, нет, Аегис. Что это было? Почему он застанился? Встал. Блинка нет, мансит, блинк есть, ушел. Не получилось его. Интересно, почему не погнались? Ну, логично, что там уже команда подтягивается, скорее всего. Они потратили абсолютно все. То есть, если бы они пошли через этот проход, это же уже вражеская сторона. Вполне возможно, с мида их могли обойти, потому что на миду в это время никого не было. Действительно, были на фуриях, на гарпиях, на левых, и не видно было на миду никого. И они, скорее всего, подумали, что к ним уже выдвинулись. А у них ничего нет. Мне нравится выбор соли. Она покупает первомайтом Divine Ruin, зная, что в команде есть много хилов в лице Гуанью. Это вполне дешевый айтем, всего 1800 он стоит. Дает тебе лайфстил, дает нормально так Magic Power, и плюс на 40% снижает хил у врагов. Хороший выбор от Соль. Не побоялась. Дэмэджа, правда, мало дает в начале. А в начале... 50 дэмэджа нормально. Такую цену. Ну, я сейчас не знаю, потому что... Так, подожди, там замес. Байтят здесь на Gold Fury и Randozos. Байтят. Они убили уже Афину, разультился Райджин, попадает, кстати, почти всеми. Хоть и там мансила Аматерасу, но
но Рейджин очень хорошо попал. Погоня дальше. Бит. Опять Рава на телепорте. Хотят зафокусить Сусана. Сусан должен здесь умирать. Не отпустим Команда, Равана. вот она! Да ладно, команда помогает. Команда помогает Сусана. Сусана выживает. Мираж живой. Так это было идеально. Будет ли продолжение? Из этого надо делать так. Запомните, 28-я минута стрима. Из этого надо делать мувик. Как команда должна помогать, потому что это было просто как гайд. Бежит лоу хпшный, и все 4 стадом просто его закрывают. Бодиблок, Да, и всё. да, это было просто обалденно. Не решились убивать голду. Ну и правильно сделали. Потратили все и без какой-либо ульты не хотят они драться. Правильно делают? Там просто тогда будет шанс 50 на 50. А зачем им это, если они и так ведут 6-0, и при наличии полного затара всех ультов они разнесут? Ну, по крайней мере, их логика, да, и должны, по идее, разнести. Он ничего не боится Вабан. Хотя стоит ли... Нет, вот есть мана на ульту. Кстати, не было маны, он заюзал медитацию, что ли? Да, подождите. Да, есть у него медитация, 14-й левел. Саппорт. И Most Wanted опять моментально они захотят забрать. Не получится. Да, они забирают. Несмотря на ульту. Я почему-то думала Хоуи. Хотя, да. Играют через две медитации обе команды. Ну вот медитация тут больше, наверное, для маны, потому что вот сейчас мы наблюдали, что Гуанью скакал без маны, и я думала, ну все, хана ему, и в итоге он юзает медитацию и ускакивает на своей лошади. Конечно, здесь и Гуанью мана очень нужна, и Хуи мана очень пригодится, он без мана стаков играет. И Сан Вуконг тоже, если он будет без синего бафа. Сравнить, кстати, айтемы у Рамы и Хоуи. Перчатка и Шиваль, вот совпадает только и Шиваль. Даже сапог разный. То есть через сапог на скорость атаки играет Хоуи, и через сапог на силу играет у нас Рама. Ну, атака Раме, в принципе, так сильно не нужна. Раме очень важен атак спид, им очень важен настакивать свою пассивку. Атак спид Раме? У него же и так есть свои 2 бафа. Есть у него баф свой, да, второй, двойка, который добавляет ему атак спида, но он может быть в кулдауне, и чем быстрее он будет стрелять, тем быстрее у него будет настакиваться пассивка на его стрелы, на единичку. Тут атака идет на тир-1 вышку команды Most Wanted. Так, подкидывают Равану. Проблемы у Раваны, проблемы у Аматераса. Аматераса отправляется отдыхать, Равана уходит. Тавер не забрали, продамажили его. Они практически фуловые, они вернутся. Сейчас Гуанью всех похилит. Кстати, разменялись Ульта один в один. у Рейджина ульта. Ульти, Рейджин, что ж ты, надо было сразу, заультил очень поздно. Так хорошо опять Там Сусана Егис снесу. спасает Раму. Ну, свое дело сделали. Забрали вышку и разменяли, правда, Сан Вуконга своего. Я просто ждала, там Сусана двоих стянул в кучку, и Райджин решил скиллами их забросать и не ультить. И они успели, естественно, без контроля прожать Аегис, но... Эх, Райджин. Из минусов для рандозов тут только то, что потеряли киллинг с Пристрик на Валрусе. Ну, небольшой. Будем честны, 3-1. У них у них, кстати, практически так равно. Мид имеет киллы, Мадука имеет киллы. Проблема у Сусана 007 просто. Агент 007. Что по вардам? По вардам все под контролем у команды Most Wanted. Заняли они правую сторону леса. Также есть вард на подходе к дуалинии с середины. Варты. У Рандозосов только один вард стоит возле красного бафа противников.
А знаешь, мне кажется, Most Wanted тут выигрывает. Я не знаю почему, у меня сохраняется такое ощущение. Я просто смотрю, дерутся рандозосы лучше. Прям, ну видно пока, может быть, герои лучше. Вот эта комба у них получается стягивать всех и туда вливать дэмэдж. Но при всем счете 7-1 Most Wanted имеет такое же количество голды практически. Most Wanted контролирует всю карту. Most Wanted забрали 2 голды. Вот из этого у них и равное количество побед. Но они играют уверенно как-то. Счет будет 1-1 в этой серии. Первого, скорее всего, уже Рандозос дожмут. Посмотрим. Ну как дожмут? Пока ситуация равная. По киллам, да, тут никто не поспорит, но киллы не решает, если они тебе не дают преимущества по деньгам и левелу. Вот по левелу еще дают, кстати, уже не очень преимущество, потому что 19-й Сунвуконг и 18-й Равана, например, да. Мид вообще, ну, тоже 1 левел. Нет, мид 2 левела, джангл 1 левел. По саппортам все ровно, по АДК все ровно, ну, понятно, у АДК тоже там своя игра. Поэтому особо вот этот 7-1 преимущество по счету ничего не дает. Разве что какой-то уверенности в том, что вы круче. Что, появилась третья Gold Fury? У тебя уже появилась? А, вот появилась. Сейчас обновлю. Wanted to get off his ultimate and get a lot of damage off. There's just been too many sanctuaries. Сразу ломанулись оба коллектива. So somebody else has to force out the early sanctuary. Мотыльки на светом полетели. Supernova. Загрели Санвуконга, Санвуконг должен использовать ультимейт свой. Опять как хорошо подкинули, всех подкинули, минус Афина и минус Нельзя ж Рама. так драться против Рейджина в узком проходе, ребята. Минус Соль. И это размен 3 в 1. Нет, еще не... А куда они пришли? Аматерасу такая говорит: ребята, я с вами. И бежит целую кучу. Ну, сейчас голду должны отдать Рандозосам. Но будут, конечно, мешать. Ого нету у Рандозосов. А зато есть у Most Wanted. Могут на самом деле. Если бы Аматераса выжила... Да, прыгать на нее сверху сам Вуконг выбивает ее. То есть, если бы Аматерасу выжила, тогда они могли бы попробовать застелить. Аматерасу просто бы на Даше ворвалась и завязала хок в нужное время. Надо отметить очень хорошее действие, пока мы видим от Гуанью, от Сусана. Оба они имеют 10 ассистов из 11 киллов в целом. То есть отлично перемещаются, отличная синергия у команды. Ну, для Гуанью 10 ассистов это очень круто, да? Эталон саппорта 0.010. Но Сусана, конечно, 0.1.10. Ну, это я, конечно, рофлю немного. Сусана делает все как надо, просто идеально. Он подкидывает двоих, троих все время. Вот он, Сусана, которого мы хотели видеть вчера. Вчера не было... В четверых, в троих, в двоих. И команда реагирует моментально на это. То есть тоже вливая свой дэмэдж, продолжая контроль. Мне нравится, как они с Санвуконгом очень хорошо, у них развита синергия. То есть пока идет контроль Сусана, тут же Санвуконг раскидывает всех быками. И пока ребята в воздухе, они делать ничего не могут, враги. Их уже там то ли Райджин, то ли Хоуи, они уже там расстреливают, вливают дэмэдж. Тиммейты, которые должны это делать. Да, я с тобой согласен полностью. Вчера мы так нормально Сусана не увидели. Сегодня вот... Ну, я, как в принципе предполагал вчера, что будут игры посерьезнее в Северной Америке, в этом регионе. Тут команда имеет более высокий скилл. Имею в виду команда Challenger Cup.
Сильнее, да? Ну, Америка, понятно, сильнее. Смайт в Америке еще и развит более профессиональном таком направлении. Хотя вообще, наверное, в Америке Смайт развит. Посмотри, как много дэмэджа до конца, за рамы, ульту, но он его убьет. Или нет, да, убьет. Он сам, правда, сейчас отхилит. Равана в спину, на ульте нет. А он просто не доставал, он думал, что поближе чуть будет. Ну, вот так вот салоедно у нас хуерама. Да, это прям преимущество. Левела у нас 20-20 хантеры, 17-16 суппорты, 20-18, кстати, на 2 левела все еще опережает мид. Неприятно. Но ничего, это уже поправимо, скоро все будут 20-е. Вот проблема только с джанглом. Аматерасу джангл не зашла как-то не очень. За Афиной тут погоня до конца. Афины стягивали четверых. Ульта от Рейджина. Рейджин очень хороший ульти нам сегодня показывает также. Идет Шелл. Продолжает преследование Рандозоса. Фокус Соль сейчас должен быть. Соль здесь не уйдет. Сейчас подхилятся, заберут тавер и пойдут, возможно, на фаержент. А тем временем Аматерас сплитпушит тир-1 тавер на мид-линии и убивает его. Сплитпуш, конечно, хорошо, но не тогда, когда у тебя убивают 3 члена команды. Ну, вот прям... Смотри, он идет на тир-2 вышку уже. Ну, а Рандозы, в свою очередь, заберут Феникса правого сейчас. Нет, ну это, в принципе, нормальный размен. 2 тавера. На 3 члена команды Феникса? Это лучше, что она могла сделать. А может быть, если она была в драке, она бы дала хорошую ульту, и, может быть, драка была по-другому. Но на самом деле можно сколько угодно спорить. Далеко была просто от драки, была в другой линии. Телепорта у нее нет, потому что джанглер. Да, все-таки, ну, знаешь, немножечко, как это сказать, нет хорошей коммуникации, потому что тогда не надо было драться команде, если они знали, что Аматерас вообще к ним никак не может прийти, они дрались буквально там сначала 3 против 5, а потом остальное там 2 против 5, нет, даже, да, 2 против 5, потом еще один подтянулся, умер, ну и все, на этом фитик закончился. Забирают бафы, зачищают джангл, готовятся к Fire Giant, уже ставят варды, но мне кажется, сначала какая-нибудь голдовая фьюрия у нас зайдет, потому что она сейчас резнится, команда об этом знает. Ее забрать все-таки быстрее. Готовы? Готовы к тимфайту там? Вуконг зонит всю команду Most Wanted. Сильнее Рандозос смотрится, ну прям сильнее. По скиллу сильнее. Вот ты еще сказал, там Райджин тоже раздает хорошие ульты. Я вообще не сказала бы ни про одного члена команды Рандозы, что они как-то неправильно отыграли. Ни одной ошибки. Там были, да, 2 смерти, но ошибки ни одной. Прям просто отыгрывают на ура. А ты, по-моему, не хотел, да, чтобы Рандозы попали? Новая кровь, новая кровь. Ну, это какие-то уже другие Рандозы, они совершенно не так играли в сплите. Ну так а сколько у них там поменялось человек? Я просто смотрела. 3 человека поменялись, 2 человека старой команды. Кстати, Fire Giant тем временем падает. Афина хорошо, кстати, Афина тягивается. Но где команда? Вот в чем отличие Most Wanted от Рандозосов? Когда стягивает на себя Сусана, тонкий Сусана кидает на себя 4, команда его рядом. Когда стягивает Афина, ни одного человека. Просто ни одного. Они продали Афину. Дальше? Да, нет продолжения. Ну а кто здесь может продолжать? Только Аматерасу с Ольги, да?
Ну, в теории, да, Аматерасу, Соль... Ну да, если так подумать, у них, в принципе, нет такого бёрста, который можно было бы дать под Афину. Ну, тогда зачем вы пикаете Афину, если вы не берете под нее никакой бёрст? Так, хорошо. Аматерасу ультит в 0. 0. Сенчери от Соли, пол хп отрывает раме. Забирает мид Феникса. И практически фуловые Рандозосы за счет, соответственно, Что они сейчас заберут тир 2, потом пойдут, интересно, на Феникса или пойдут заберут Голдфира? Наверное, Голдфира пойдут заберут. Ну, я же говорю, да, голда, она же там моментально упадет. Или нет? Нет, у Хога, да, она упадет уже, все 20-й левела. Ждаем секунд 5. Ну, побольше. Рандозос получает голду. Вторая. Уже мана кончилась у Гуанью. Надо на базу отправляться. Они сейчас будут закупаться. Они же после того, как Феникса убили, как все запушили, не закупались еще. Все закупится, посмотрим, давай на итему. Продал Хуи только что из Шиваль, купил себе экзекьютор. Рейджин делает на Сол Ривер. Что еще интересного? Рефлект у Гуанью. Знаешь, мне что интересно, что мне кто-то говорил, по-моему, когда я стримила и покупала экзекьютор и Титан Бэйн, что это фу-фу-фу, что ты зануб, так нельзя билдить, что они вместе не работают. Я хотела бы проверить, я потом, после вот этих всех комментаторских вещей, наверное, даже на стриме мы сделаем такой тест, может быть, такую рубрику «Разрушение мифов» и проверим, насколько ли несовместимы это два итема, насколько режется броня вместе с двумя итемами. Видишь, Хуи, он все-таки купил два итема. И хотела бы отметить, что он не взял больше критов. Только один крит. Один итем. Да, очень опасно. Ой, да ладно. Тремя выстрелами попадает по Мосфелу. Да, убивает Рейджина. У Рейджина была очень опасная ультра. Он начал ультить, а на него супернову поставила Соль. Вся супернова прошла в Рейджин, оставив там ему, ну, хп 300-400. А знаешь, почему попал? Там Вардик стоит прям именно в том месте, где прятался с деревьями Рейджин. Вот сейчас они уйдут, посмотри. А, уже они поставили Девард? Или... Не знаю. Ну, погоня у нас продолжается. Вуконг в стане врага. Он всех раскидывает, ничего не страшно. Фокусится Хоуи, ну, больше урона влетает в Раване. Опять по троим идет у нас подкидка Сусана, все зависает. Минус Соль, убивает минус Соль. Аматерасу. Должны ловить Афину. Они преследование пойдет, Да, когда зажимает. все, они ее убьют. Даши нет. Тянет время. Никуда не идет Афина. Ну, они еще ульту решили потратить. Нет, когда долго не гоняться. Когда ты в Афина, за тобой гонятся два персонажа, дэмэдж-дилера, бесполезно. Бесполезно. Вот, кстати, Феникса надо убить, Рандозос с этим будет заниматься. Да, сейчас надо на кровь Феникса сейчас. А мне кажется, они пойдут или нет? На следующем Фениксе пойдут. Я просто думала, они на Титану, так, Равану попытались поймать, притягивают, очень много дэмэджа, пол хп уже нет, но база рядом. Фонтан. Да, очень быстро падает Титана, это первая игра, она отходит, команде Рандозос, поздравляем с этим, хороший старт, сыграли очень качественно, я прям очень сильно удивлен. А за Most Wanted как-то, ну, разочарован, наверное. Ты же ожидал от них большего, да? Да. Хотя бы какой-то борьбы ждал, тут прям всю игру полностью доминировали, Рандозос всегда у них было все под контролем, и они довели ее до победного конца. Ну, может быть, пик. Ребята из чатика, всем привет, всем, кто подошел. Не обижайте, что я не здороваюсь, я же все-таки комментирую, и не надо мне тут писать, что я про чатик совсем забыла. Я же не могу здороваться с каждым подошедшим во время комментирования. Эти матчи потом будут выкладываться на YouTube, и все мое комментирование будет завязано на том, что я здороваюсь с каждым пришедшим в чат. Вот между играми всем привет, всем хорошего настроения. Попкорном затарились, там, кто с пивом пришел, сегодня
все-таки выходной. Кто с пивом, кто с попкорном, кто с семками, чипсами. Приятного вам. Вика, почему все модеры слетели? В смысле все модеры слетели? Ты не... Я не модер больше. Кто там еще у нас есть? А больше никого нет, да, из модеров, кроме меня? Не знаю, возможно, я накосячила. Я сделала... Я почистила модеров старых, которые у меня там... Вообще, я их 100 лет уже не видела на стриме, но, возможно, я почистила всех. Ну кайф. Да, сейчас, сорян. Сейчас я быстренько исправлю свою оплошность. Мне вот и чат не отвечает. Вот чат я вчера ругала. Чат я ругала вчера. Надо отвечать. Особенно новеньким. Ребят, я на вас, на своих постояльцев, которые именно вот мои пернатые, я рассчитываю очень сильно. И прям вчера я была огорчена, что приходят новички, я не могу им уделять время, а вы их игнорите и общаетесь там между собой, и они пришли и ушли. Так, ну что, начинается вторая игра. А я Кого мы сейчас можем ожидать в банах? Вот мы уже видим Рейджина. Я думаю, забанить еще Сусана. Либо Гуанью. Most Wanted. Не, Сережа модератор. Только у тебя слетел модер. Может, я мискликнула просто? Ребят, все настроила? Привет, Сереж. Да, пока вас нету, я быстренько модерки. Все сняла. Teamfight, the little 3v3 skirmishes, the, you know, invading the red buff, just staying grouped as a cohesive unit. I guess that's up to the shot calling during team fights, right? I guess they... Вот, да, Гуанью также вместе с Рейджем отлетят в бан. А Рандозос не хотят видеть Фафнира и Немезиду. Один из топовых саппортов сейчас Фафнир считается. Немезида очень хороший лайт-персонаж. В нормальных руках. Не таких, как были вчера. Ферстлик у Most Wanted. Кого возьмут ребята? Возьмут Сусана, чтобы не отдать. Мне кажется, если Сусана будет доступен, то Рандозоса его возьмут сразу. Очень уж хорошо он на них зашел. Я думаю, это не случайно. Соль опять. Теперь вопрос, сколько наработок у Most Wanted? I feel like there's just too many gods at this point in the meta in Soul Lane to try to ban out between warriors, unless you know that you're facing a specific Бахус. Нет, не берут. Ну, хотя у них есть второй пик. Может быть, и не возьмут. Еще очень хорошо, когда команды играют разными пиками, не показывают, так сказать, то, что вот показывает сейчас Most Wanted. Такое ощущение, у Most Wanted одна наработка, одна-две наработки, с которой они играют. Соль не такой пэшный персонаж, чтобы его брать сразу. Хоуи и Бахус уходят для Рандозусов, и вот эти... Две подкидки уже имеются у Рандозусов, вот такой намек на Великс может быть. Это возможно. Нейс заходит у нас для Most Wanted, и это, скорее всего, будет АДК. Ой, точнее, мидерная. Сейчас модно ставить АДК в мид и мид в АДК. Sure, and that's something that you definitely want to do. Keep your distance between the Bacchus. You don't want to get belly flopped and then followed up with a nice ricochet bounce, and especially when Ghost Creep is going to try to line it up to hit the melee minions, bounce back into the archers. You don't want to stay too close to the archers. Комбат вчера очень хорошо заходил. Прям все игры с комбатом были на заглядение. И вновь Сусана. Еще одна подкидка, кстати говоря. Не надо передразнивать Нейс. Нейс, она так и произносится. Это не Т на английском. Не Т. Так что вполне возможно ее произносить как Нейс. Как там в школе учили, да? Межзубно.
втянуть. А то любят там поумничать, да? Избавляется Randozos от надоедливых таких саппортов, Собика и Кепри. Тем временем Most Wanted банят Сциллу, который очень хорошо в связке с различными подкидываниями работает. Невозможно не попасть. Невозможно, да, промахнуться. И опять я не увижу Сциллу. Я так хотела увидеть Сциллу вчера, и, видимо, не увижу ее и сегодня. Ну, хотя бы в бан она попала 2 раза. 1 раз вчера и 1 раз сегодня. Вукон уже для Most Wanted. Да, меняются соло-лайнерами. И Равана для Randozos. Ну, Сусана, Хоуи, Бахус. Ух, у меня аж мурашки по коже, как же это неприятно. Пока очень много физ-дэмэджа у Randozos, надо брать какого-то такого бёрстового сильного мага. Кто здесь может быть? Какой-нибудь Зевс, возможно, Айзис. Где, на миду-то? Вулкан тоже, да, такой хороший, очень бёрст, очень хороший. И берут они его. Более метовый герой сейчас. Берут все чаще и чаще. Да, берут все чаще и чаще Вулкана, мы его видим практически через игру, через 2 игры. Но он, правда, получается, очень хорошо стоит на линии. Дэмэджа у него всегда было с достатком. Что-то такое, до выхода миньонов у нас уже заварушка 4 на 4 на миду. Ну, варды, видимо, ставили, встретились, и в итоге варды поставили такие более стандартные. Каждый из команд. Одному вардику всего лишь, выходили вчетвером. Так они всегда ходят вчетвером. Просто нам не показывают, обычно показывают, когда уже варды проставили. Так, в этой игре у Randozos Valorous будет играть на Раване, Мираж на Сусана, Мосл мидлейнер Вулкан, до линии Вабан на Бахусе и Ghost Creeper на Хоуи. Ты предлагаешь мне представить Most Wanted? Most Wanted. Fine OK будет играть на соло на Санвуконге. Медейвл будет играть на Хунбатсе. Кови будет играть на миду. Famous... А как его? Famous Hate. Нет, Famous Hate, да, на Хантере будет играть. Но вот, как я говорила, поменялись. А Рачеты? Речти? Понапридумывает невыговариваемых ников. Ну, он будет у нас играть, саппортить на Кумхакарне. Неприятный саппорт, множество контроля. Противостояние Хунбац и Сусана мы видели раза 3, по-моему, вчера. И все время выигрывал Хунбац. То есть Хунбац всегда во всех играх проявлял себя лучше. Но и Сусана вчера были совсем другие. Посмотрим, как получится сейчас. Какой будет активнее, какой будет сильнее и наносить больше дэмэджа, как говорится. Так, ну что, в первую минуту никакой агрессии там на мидлайне не последовало от джанглера. Ну, там стандартно. Стандарту, да. Стандартно, гарпи, бафы, гарпи отпушить, мидерных гарпи, сходить на соло-линию, забрать этих импов, вернуться, отпушить, забрать гарпи, отпушить. Пока одна из команд не решит пойти на вражеский баф. Вот, как правило, в прошлой игре мы вот это и увидели. То есть, когда на втором бафе, да, это первый рез был, первый рез, второй баф, Randozos, точнее Most Wanted, как раз таки решили сыграть агрессивно и пойти на баф противника, за что и поплатились сразу 3 смертями.
Бахус. Wobben just trying to belly flop the wave. It's going to allow Ghost Creeper to play aggressive, but without having any vision, going to respect the MIA. Ровненько игра идет. Будет собирать нейс, все по стандарту тут. Тут-то ничего удивительного. А что будет собирать Вулкан? Это подвеска, это же... Но это будет в будущем Рок. Рок или Пифагоровая часть? Да нет, вряд ли, скорее всего, это будет Рок. А сколько магов? Маг 1. Так, кстати, первая ульта от Хунбатса на Сусана. Сусана тоже отвечает ультой, но чтобы просто уйти. И никто не умирает. Все-таки Хунбатс поактивнее играет. Нашли они вдвоем. Ультит нитка. Если бы Хунбатс туда прыгнул, скорее всего, они забрали бы Сусана. Вместе с ультой. Тут сначала он купит ботинок, а потом, скорее всего, он соберет каску, а потом уже будет доделывать Рок. Вот примерно так. Если он поступает. К стандарту соль через каску. Так, О, хорошо потянули. Сусана к себе, да. И все, сейчас И запинают. забирает Речтера, Мосс Вау достается. First Blood в этой игре. Мосвалу достается, мидер, хорошо, мидеру, джанглеру тоже бы досталось. И до конца говорит, иди отсюда, забирают. Вот теперь агрессивно играют рандозосы. И им удается агрессивно играть. Посмотри, все бафы забрали. Забрали желтый баф, забрали, сейчас заберут синий баф противника. Ну, Хунбатс что, будет мешать? Хунбатс, ульта, нет ульты пока. Хог от Сусана. Ну, самое главное, сам баф забрали. Так, пытается зонить, уже Хакарно резнулся, уходит на ульте Равана. И погоня. Ульта от Нитки, ульта от Хакарны, ульта от Хунбатса и, конечно же, Бахуса забирают. Сусана, нужно отсюда уходить. Уходит спокойно. Так. Отличная была комбина Хакарма с Хунбатсом. Я уж думала, что ж ты, Вулкан, вообще без копеечки маны делаешь там. Хотя уже нечем было. Вот 1-1. Кумбакарма, да, в кого-то ультит, сразу же, пока еще не приземлился, ставит ульту Хунбатс. Чтобы не успел прожать какой-нибудь Да, и Аегис. просто там никаких шансов. И вот так танка быстро разбирают. Ну, разменяли, получается, одну жертву на 2 бафа. Зачистили джангл. Ну, там убийство произошло, да, и как раз 2 бафа. Пока все в пользу рандозусов. Ты все еще думаешь, что 1-1 будет? Уже не знаю. Надо посмотреть какую-нибудь драку 5 на 5. Что соберутся, не соберутся Most Wanted. Соберутся. Даже не денутся. Ну, не уверенно более себя чувствует. Скоро уже и голда. Вардики проставлены. Правда, Most Wanted тоже видят, не смогли задевардить полностью. Там немножечко дальше стоит вард, но подходы рандозосов Most Wanted увидит сразу. Снова мы видим 2 хога джанглеров команд. Ну, раньше так собирались. И сейчас. Почему бы нет, это стан. Стану Ассасина, это всегда хорошо, лишний стану Ассасина. Красота. Опять на миду. 2 на 3 на миду. Кстати, там, по-моему, какая-то инициация уже есть. Вот нам наконец показали. Ульта от Хунбатса моментально пытается убить Бахуса, но слишком он толстый. Хотя сначала урона вошло очень много. Я думала, его так же быстро убьют, но скиллы закончились, и урон... Да, Бахус, он тоже откинулся своей ультой и разошлись коллективно. В итоге ульта на ульту, да? Здравствуйте, мы Most Wanted.
Wanted, мы знаем Первая игра, тайминги. Это был байт. Ну, так себе байт. Нет, мне кажется, это была попытка зайти, потому что байтом это не назовешь, так как Кумхакарна сейчас отъедет. Нет, не отъедет, за Рутовым хорошо очень. Хунбац там где-то умер уже. Нет, нет. Да. 1-2 пока. Или 1-1. 1-1 пока, да. Кумхакарна не умер. Так и не показали, где там умер Хунбац, где-то справа умер. Нам показывали, как убивает Кумхакарну, в итоге Кумба выжил, а Хунбац отъехал. Ну, 1-1 разменялись, от голды отогнали, все. Сейчас РТПшится, порегенится и вернутся обратно. It's interesting because Medieval, he just used his ultimate earlier on in Wubben in the mid lane. So doing Gold Fury without having Fear No Evil, игры очень интересные и неожиданные, потому что первая игра была очень красивой. Четкой. В исполнении Рандозосов, да, да, было очень действительно красивое исполнение. Два саппорта поддержали Гарпий и разошлись, отпустили. GG, надо было кинуть. Забирается левый Гарпию. Most Wanted, а правый как раз-таки, по-моему, Randozos мы отошли. Так, не виси, пожалуйста. Vision there as well. We saw a lot of wards placed yesterday in the qualifications there. Well, it's 3-3 so far, the top standings. Well, that's the typical solo laner, honestly. That's not really something that's very uncommon, unless you're really worried about getting ganked by the jungler. У меня нет, у меня все нормально. Мне просто приходится по 2 раза обновлять. Первый раз, когда я обновляю, до конец перевожу, он почему-то наоборот назад мотает. Well, Ghost Creeper on the whole year here, going for the same sort of build we saw last game, going for those Devour's Gauntlets after the Ninja Tabby as well. Ну, как я и говорил, Вулкан собирается сначала собирал сабох, потом каску, и вот сейчас будет доделать рог. Ну, такой мини-вампирик сделал себе, потому что больше ничего у него нет. На реген у него есть. Мана реген очень хороший. Нейс только покупает ботинок. Ну, 40 стаков есть, ботинок есть. Можно и подраться, на самом деле. Тоже через шлем играет у нас Соль. Шлем сапог. По фарму она немножко проигрывает. И опять через перчатку будет играть Хоуи. Тут ничего не меняется. Хунбац, ульти. Атака на Равану. Две ульти. Не спасается Равана здесь. Он, ну не знаю, спасло бы его или нет, он слишком рано заюзал свой иммун. Он прыгнул на ульте и сразу же заюзал иммун, хотя на него еще никто не прыгнул. Ну, наверное, вряд ли спасло. Боятся контринициации от Бахуса, отпускает голдфиры Most Wanted, потому что прыгнет, разобьется Виничи, и все. Сопьет всех. Ну, то уже такое кучкование полностью. 5 членов команды Most Wanted, 4. Ну, 4, потому что Раван-то умер. 4 от Рандозосов. Но Равана сейчас заберет Гарпи, заберет, наверное, даже вряд ли будет забирать спидбаф, пойдет на свою линию, потому что линия пушится, еще Сунвуконг этому способствует. Рандозосы задевардили. Очень хороший вар стоит у Most Wanted. Они этот вар никак не могут снять Рандозоса. Посмотри, тот, который наверху. Они все время ставят центр посередине, а Most Wanted видит подходы со стороны Рандозосов. То есть они все равно спалят, если Рандозос туда будет подходить. Да, еще ни одна вышка на свою игру не упала, все вышки практически не хитованные. Также еще ни одной голдфиры не забрали команды. Снова инициация в Равану. И должны его убивать. На ульте, уходит до конца за ним. Ох, минус Хунбац. Не рассчитывал он, что такое количество дэмэджа в него валит Сусана. Снова пришла команда, помогла. Ну, там не то чтобы команда помогла, там просто Сусана в соло убил Хунбаца. Пока Хунбац пытался фокусить Равана. Но это уже такой был чейз, не очень обоснованный. Но уже на вражескую территорию. Так, Бахус на всех рыгает. Половины. Все,
они забирают, через хок сейчас заберут, не успеют даже прийти в Most Wanted, и голда достается Рандозосом. Хорошая игра, пока что члены команды Мустанги были стянуты на мидлейн. Рандозосы так тихоря зашли, убили Gold Fury. Довольствуются преимуществом уже в 2000. Есть, но пока это не очень большое, по крайней мере, не такое большое, как было в предыдущей игре. Почему-то нету такой уверенности, то ли Most Wanted стали играть лучше, слаженнее, то ли Рандозосы, ну не то чтобы расслабились, но вот нет такой связки, да, которую мы видели в прошлой игре, моментальное убийство 2, 3, 4 человек. Тут такого уже нет. Да, если все самонацелено на отлавливание там одного-двух отбившихся от стада. Комбинацию Бахуса с Вулканом мы должны часто видеть. А, кстати, мы, вот я хотел сказать, мы вообще... Вулкана Сусана. Вулкана мы видели в игре ульту? По-моему, ни одной не было, нет? Я тоже не видел его ульты. Даже если они были какие-то прям, ну, совсем незаметные. Вулкан пока играет не очень. Пока еще просто не нафармил свое. Сейчас будет рог, но с рогом-то уже должно быть все нормально. Хотя 1-0-1 он имеет Вулкан. Особо не засветился. В прошлой игре на Райджине у него получше шла игра по активу. Там у всех шла. Вот мы сказали о преимуществе команды Randozos по деньгам по нетворсу. Оно как раз сосредоточено у мидера и у джанглера команды. На 1000 опережают они своего оппонента, своих оппонентов. За счет киллов, наверное, потому что это единственный персонаж, у которых есть киллы. Возможно. У Most Wanted они как-то хотя бы распределены по одному киллу практически у каждого. У Нитки 2 ассиста, у Саппорта 2 ассиста, а у Рандозосов, видишь, 2-0-1 и 1-0-1. Остальных более печально. Вообще печальная ситуация у Раваны. Как вот в прошлый раз Равана тоже мучился, сейчас он тоже мучается, только в руках другого игрока. Ну что, нафармила стаки Нейс. Сейчас должен последовать быть, наверное, Йотун, либо Титан Бейн. Скорее всего, это будет Йотун. Не, ну Титан Бейн, конечно, не будут брать так рано, он практически ничего не дает на такой стадии. Не так уж и много пока защиты, а Нитке все-таки скорость атаки немножечко нужна, либо хотя бы КД, который дает Йотун. Все расходятся, ребята. Прыгают такие друг перед другом. Развлекаются, что соло-лейнеры приходят, Сусана еще. Но он так говорит, я пришел пушить. Финал крипов ушел. Ну немножечко опыта, тоже нельзя же приседать, кстати, ведет он на 1 левел. Будут забирать чужой баф, смотри, забирает чужой баф синий. Там Sun Wukong говорит, мое, идет, но тут 3 члена команды Randozos. Да. Чуть-чуть не пошло. Не вытянул Сан Вуконга к себе. Ну, у того все равно был эскейп в наличии. Нет, но эскейп эскейпом не всегда ты можешь прожать. У него нету битцов, нету Аегису, то есть если бы его подкинули, что там, кто там еще был? Ну, хотя да, ну может быть Сусана... Сусана подкинул, может быть зарутал бы Равана. Ну и все, наверное, да, вряд ли убьют Сан Вуконг. Какие большие куски отрывать Вулкан уже от Нейс. Буквально 3/4 слетело у него хп вот с одной комбиной Вулкана. Дефать будут, вот заходят уже Сан Вуконг. Вот, Вулкан нафармил, в принципе, свой такой основной айтем билд. И сейчас уже будут рандосы какой-то агрессию переходить. Действительно, как больно. Вуконгу сейчас практически пол хп сняла. Появляется Gold Fury.
As a result of both Sun Wukong and the Neath Ultimate being down, the Randozos could easily bait this one Что out. ж такое? У меня прям ну совсем отстает сильно. It doesn't seem that there's much vision on the side of Most Wanted, so there just looks like Просто не могу they feel постоянно like something suspicious. Last обновлять. time around it was Wobbin that was baiting out in the mid lane, and this time it's going to Будет be рваная Walrus. трансляция. Thankfully, Randozos still haven't pulled that goal fury. A missed opportunity for them. Рандозосы очень хотят эту голду, а там в спине кто это? Сан Вуконг есть? Ну, Сан Вуконг зашелся на телепорте. Нет, не на телепорте, а просто... Хотя да, на телепорте прилетел, в кулдауне на него. Знает, что там вард стоит. Подозревают. И вот пытаются забирать Хок есть, что у одной, что у другой команды. И чей же Хок будет лучше? Все подкидывает ульта. Соль, мне кажется, заберут Most Wanted. Нет, Рандозос. Рандозоса собирают в размен на Миража. Файнокей делает килл. А есть ли ульта? Закончились уже спринты. Надо отступать. Возможно, сейчас будет атака на тир-1 вышку в мидлейне. Ultimate does come back online as he does have Ладно, some cooldowns отрезись. on the Yonans and the breastplate of Пойдут, Valor, не so решились. he could be potentially coming back into the Steam fight. It's actually really funny that, Tully, when we look back at that whole little engagement there, that little skirmish, it all started by Covey getting poked out so heavily. He couldn't control the wave on his own. Тут дело не всегда в КД. Вы просто прошлого Сан Вуконга гнобят. Вы смотрите на остальные статы, которые дают вообще, что дает итем. То, что эти итемы там с 10% снижения кулдауна, это не значит, что берут только из-за кулдауна итем. From Vulcan, but it wasn't the thing that secured the goal fury, but either way, that's still Сейчас something that Вуконг Most Wanted has to собирается, be ну, конечно, careful совсем about. по-другому. Хотя, я уже не помню первые итемы. Сейчас у Сан Вуконга есть full КД. Не совсем еще фулл. 25, 35%, да. Я уже забыла, что порезали. No, not at all. Tier 1 tower coming up at the close to 19.5 minute mark. Нет, подожди, сколько дает? Бресла дает 20. 40, да? 20 всего 40. Relatively Да. soon anyway. Walrus with Frostbound Hammer just going to continue to bully Final K with a consistent slows. Бахус, жив, цел, орел. Force him to yawn to be able to get around him because he was trying to body block him and slow his time for his team to come in. And only yawn's on cooldown, forcing that yawn. Very good for allowing his team to re-engage. Not wanting to deal with that offensively, so forcing a defensive cooldown is always important. Wobbin playing very, very lights out, I would say, in this set currently. Having the shell and the sprint, so he's going to be very aggressive coming up as he's potentially looking for a belly flop. Такое противостояние, друг на друга смотрят, никто не решается инициировать. Ну вот так небольшая откидка. Более удобную позицию для старта инициации. Вот Бахус прям под вышку подбрасывает его. И все, завязали ульту на Бахуса, плохо. Бахус практически, нет, уже не фуловый. Кто там бегает? Вот ульта от Вулкана прилетает по двоим, хитает Бакарную соль. Ульта от Хунбаса. Хунбас заультил и просто отпрыгивает. Ну, никто не умер. Теряли тавр, первый свой команда. Also from Walrus, kind of forcing their backs to get turned because Есть Famous he didn't see that медитация. Vulcan ultimate coming until it was too late. He still has the Sanctuary, Moswell with a beautiful Sanctuary of his own, preventing that World Weaver from connecting. And not only that, he just escapes, does so much poke damage all the way out there as well. Vulcan. Сусан тем временем сплит-пушит на соло-линии, тир первую вышку. Да, у Рандозосов 3 человека новых. Эти Рандозосы, ниточка, беги. Как бы она ни мотила, уже блинка и у нее нету. Не убежит, да. Нельзя ж так тпшиться. Не повторяю ошибки прошлой Джинквей вчерашней. Рушит Сусана первую вышку на соло-линии. Идет, наверное, на вторую вышку сейчас. Убивает тут Кумбакарму, забирает. Ультует Сан Вуконг, уходит отсюда, забирает еще тир-2 вышку на мидлейне. И Сусана там направо тоже заберет. А Хонбас не допушил линию на дуо, не забрал там вышку, видишь, на пол хп снес и ушел. А вот интересно,
Интересно, почему ушел? К масс-замесу, что ли, готовится? Но масс-замес-то уже прошел. Его как Я не бы знаю, не он было. на пол хп вышку повредил, потом пошел забрал кабанов и ушел оттуда. Много денег скопилось. Рандозос, они забрали целых 4 вышки за один заход. Подряд. И 1 килл там заработали на Кумбе. Еще убивали Нейс, убили Кумбу. Да. А, нитку, да, точно, нитку тоже убили. Been showing success, and I don't expect really other teams to allow them to get this Susanoo pick, however, or the Bacchus. I mean, the Bacchus came through for game 2, and they had Guan Yu game 1 Так, as well. Дискорд So себе either of those are приобретает. both very strong, but Pick your poison, right? yeah, the Равана. Susanoo, you know, getting through twice in both games, and Стал Mirage had a good game in еще both games so толще. far. I wouldn't say he was like as big Марк, on ты the contest, пропал but такую игру, Рандозосы просто играли this game is Moswan. лучше, чем Пантер, He наверное. connects when he needs to on his Чётче. ultimates, on his meatballs. Не, ну они действительно исполняли очень все качественно. У них зашло как по маслу. Ну не дали им просто пикнуть повторно. Лучше только Кесп, наверное. He showed his Vulcan today, Moswan, И and то he's also вряд ли. showed us the Raijin as well. So he showed that he can play the standard meta and the Vulcans that are coming back, which requires a little Все, bit more готовятся intricacies in все terms of к playstyle. Fire Showed he can Giant. play the 23 минута, 4-5 счет, конечно, не густо. У нас было и Нет, хуже. ну, экшен есть, экшен, в принципе, есть. Ульту всех откатились. You definitely don't want Mirage to have that. Well, I'm not really looked at builds too much. Забирают The goal голдфиры is taken, nobody's gonna Рандозосы. get from most wanted to Делают defend это без this особых one. проблем. On this Neath in the mid lane, gone for the Jotuns. Увеличивают свое преимущество по деньгам, но составляет уже 10 тысяч на минуточку. Сейчас, по идее, должны собраться и атаковать либо... Не знаю, что они выберут, либо допушить оставшиеся 2 тавра на дуа линии, скорее всего, они тоже уже перетягиваются. Оставили Равана отпушивать на своей линии на соло. Я буду забирать, кстати, вышку на дуо. Прям он заберет, он заберет. Соль даже не успеет прийти. Все, осталась последняя вышка. По голде огромнейшее преимущество. Вардами все заставлено. Всю левую часть карты Рандозосы контролируют. С правой небольшие проблемы, но там самое главное сейчас Fire Giant подсидеть, забрать баф и, наверное, уже пойти закончить. Все джунгли зачищены. Должны уже собираться. Сейчас должны дуо отпушить Рандозос, но вот Хуи туда перемещается. И уже перемещаться на Fire Giant. Так, не успели отпушить. И не стали этого делать. Скорее всего, разменяют тавер на Fire Giant. Не очень хороший размен. Тут, конечно, Кумхакарна пробует помешать, пробует хоть что-то сделать. Хок есть. Рандозос забирает себе Fire Giant, и пошла драка. Там... А почему ТП-то? А почему ТП, а не убить? Потому что уже пришли убивать Феникса. Снесли 2 вышки. Смотрите, С фонбатсом убивает Феникса левого. действительно, вот это я не увидела. Феникс-то падает. Разменяли 2 вышки Феникса на Fire Giant. Никого Рандозоса не убили. Ну а тем временем Рандозосы уже подошли к мид Фениксу. Просто его за секунду снесли. Пытаются за ниткой гнаться. Ульта очень хорошая от Хуи. И не уходит нитка. Ультой? Да. Килл, секьюр. Минус 2 Феникса. Там все еще происходит. Смотри, что делает. Равана их просто развлекает двоих. Он стянул на себя. Мрет, наверное. Ну даже если... Да не, смотри. Он просто развлек двоих. И уходит. Молодец, Равана. Хорошая играть Валруса. Неплохой выбор от Бахуса. Он начинает собирать Вичблейд. Будет снижать атак спид. Двум таким АДК, да?
of Randozos for Дома about ДК 2.5 еще more и... minutes. So they Да have всем enough тут, time в to принципе. go shopping, get this left side Physical tower, power and then go также for the режет. last remaining Phoenix. I expected NA to be very close today and some good games between them, Not but this has been very bad. tactical from Ну, both teams. очень хорошо Not a в lot то of же время kills сыграли overall, Most but very Wanted, tactical разменяли based in terms of Fire Giant на rotations, Феникс, хотя finding бы the correct что-то. picks and then Видимо, developing that такая into была objectives. задумка, Yeah, что you say они close. It's only понимают, что 2 не kill могут differential драться за between these Fire two teams. Coming up Giant, to the что они, 27 если minute потеряют mark, Fire the Giant, Randozos have been a little bit безыдейно, они more все on равно point, потеряют grouping up этих, and not being этих isolated the Фениксов. way most wanted are. They're able to И find the сделали kills and хотя then бы find the размен, хотя бы objectives на as одной линии, Randozos у and них take было Как в advantage of it прошлой now, игре, да, making как раз на Fire соло Giant линии already была taking 2 драка, Phoenixes off the table. Матерасу But пошла, most снесла wanted 2 have still вышки responded with the по Phoenix of the мидлейну. That's true, and I think that's what's Ну и funny к is чему even привела yesterday it was a kill for та yesterday, прошлая right? игра? Constant kills all game Ничему long, жизнь kill не minute if учит. you were lucky, maybe Там kill уже one было like закинуто, в a принципе, minute как if и you're lucky. здесь. But this game, these games in NA, at least the start Здесь one Уже today, слишком very большое slow преимущество, pace, которое non-involving kills просто at all, так all не focus on отдается. Да taking все, towers down and все Phoenix те is- же that's 10 exactly тысяч. what Randozos are doing again in game 2. Yeah, with this Vulcan turret, it's going to be able to eliminate the backdoor protections from the tower and then the Последний Phoenix. So, Феникс however, just going остался. to wait for the Ghost Reaper to Остаться regroup в before they want to живых. come in. Бахус Unless Wabit is прыгает. feeling himself trying to force Бац the backfoot отходит от out него, of the Бахус Well, you know what, встанет. Tolly, we might actually see a full 5-on-5 fight this game because we're still not Просто seeing пока one yet. скиллами отбрасываются. However, Вот нету Randozos такого started to персонажа, siege как в down прошлый this раз был left-hand side Сусана, here. который Wait for врывался и Fenrir to come стягивал through. всех на And себя, they are или opening Афина fire у minions here Most as well, Wanted, pouring out и from the most вынуждены wanted просто base. So it's not gonna be отбрасываться an easy скиллами в task. надежде But на with то, the что Fire Giant in какой-нибудь hand, там it should стан help them найдет And on top of какую-нибудь that, there's fire waves мягенькую that's gonna цель, go или into вот Most рут Wanted от space in the Равана. mid, Равана and the пошел. Смотри, All-in. Хунба заходит в спину, Хунба в спину заходит. А кого? Он пытается... Есть у него ульта на Вулкана. Вулкана, ну... Огрёб. Вулкан его там отогнал, да. Ох, ульта мимо всех. Отлично ульт от Хуи, прям по 4 попадает солнышки. Продолжается атака, убивает Феникса. Феникс еще стоит. Пока стоит, да, плохо Вот. кажется, слива сейчас его добивает. Убивает и на соль. Почему нет? Почему... Соль. Отлично продолжает Вулкана, добивает он соль, сбивает пассивку GG. Хунды, Хумба отправляется в таверну. Также сюда подтягивают и Хунбаца, Хунбац на последних хп отпрыгивает обратно к себе на базу, ну и забирают уже Титана. И это 2-0 для Рандозов, поздравляем их с первой 4 очка.